Анна Веру. Спасибо за видео. Пожалуйста, а как понять, что нечто это и есть не живопись? Кто это определяет? Или каждый для себя определяет, что такое живопись и не живопись? Конечно, каждый. Вот у меня знакомый, юноша, он покупает такие, пакетики. Когда он разворачивает, я убегаю, если бываю рядом, потому что запах настолько дикий. Но вот собаки любят его, этот запах, и юноша наслаждается. Для меня это даже рядом быть невозможно. А для некоторых это не то что съедобное, а лакомство. Музыка – то же самое. Кто-то… Часто наверняка видите ситуацию, на светофоре машина останавливается, и там просто до невозможности сидит чувак такой за рулем, наслаждается. Я свои окна закрываю, если они вдруг открыты, чтобы не инфицироваться. А для него нормально. Кино, литература. Мы просто хороший пример, знаете, как ростки на поле. Один созрел, уже плоды распускаются, а другой только маленький еще. Он еще только из-под земли появился. Для него все радость. Поэтому Омар Хайям и сказал, что каждый видит ту красоту, до которой дорос. Когда я это понял, я перестал удивляться, обижаться, когда мимо моих работ на выставках, например, проходили в сторону попсы, китча, и там прям народу, очередь. А мимо меня проходили. Мне казалось, что я делаю высокое искусство. Нет. Оно просто для кого-то искусство, а для большинства нет. Просто совсем нет. Так что и я смирился с этим. Просто делаю то, что мне нравится, и все. Это мне достаточно. У меня сейчас в школе, друзья, в онлайн-школе живописи, акция. Все курсы, которые я наплодил, их не так много, кстати. 35% скидка. И некоторые работы малого формата я выложил для вас, в честь влюбленных. На них скидка 50%, поскольку мы все влюбленные, то поздравляю вас с праздником. Он, конечно, прошел, но скидка проработает до 20 февраля. На курсы, а они состоят из нескольких уроков, есть видеоанонсы. Один для примера. Друзья, я набираю новую группу на курс «Морской пейзаж». У него очень хорошие отзывы, и те, кто его прошел, шагнули вперед в понимании живописи. Это очень отрадно, для меня это прям счастье. На сайте размещены отзывы участников. Я хочу показать некоторые работы, и сами убедитесь в действенности подхода, метода, который я предлагаю. На курсе мы работаем над одним пейзажем, но в разных исполнениях. Сначала мы рисуем, отрабатываем перспективу. Этот урок на сайте выложен в бесплатном доступе. Вы можете с ним познакомиться и порисовать, точки схода найти, как правильно построить, просто поупражняться в перспективе. Потом мы делаем гризаль. Это черно-белая вариация пейзажа, чтобы разобраться в тоне. Потом мы делаем подготовительный эскиз, потом основную работу и потом творческие работы, когда тональные связи понятны, разобраны, и тут уже можно включить на полную все свои ощущения, эмоции, экспрессию и предложить несколько вариантов творческих решений на маленьких форматах. Курс очень интересный, он с обратной связью, то есть каждый урок я проверяю, выставляю оценки, и вы двигаетесь дальше. И плюс большой, вам придут в письме ссылки на закрытые группы в телеграм-канале. Это дневник открытий, который развивается и пухнет благодаря вам, нам всем. И группа «Мастерская» в телеграме, где мы все варимся и делимся своими работами, наработками, этюдами, эскизами, обсуждаем. Это очень интересная группа, она бурлит. Включайтесь в команду, заходите на сайт и смотрите первый бесплатный урок. Рагман написал картину китайскими красками Тициан и сфотографировал ее сырую еще, повернул лицом к стене, оставил на просушку. Через 3 недели перевернул и посмотрел, был в шоке. Картина пожухла, цвет пропал, тональность исчезла.
Пришлось переписывать поверху только красками мастер-класс. Все стало на место. Были ли у вас такие случаи с красками китайских производителей? Ну, я как-то купил, мне не хватало на голубой ФЦ. Одну краску я купил. Ну, голубая и голубая, что с нее взять? Другими я не работал. Был опыт, какой-то я не Тициан, а какой-то использовал в качестве белил, и там, да, была проблема. Но я от них тоже отказался. Так что лучше всего покупать проверенные, такие бренды. По крайней мере, чтобы линейка была профессиональная, не учебная. Так что дешевая не всегда хорошо. Друзья, я набираю группы на мастер-классы. С 5 по 9 марта будет класс в Гурзуфе. В начале марта в Гурзуфе сказка, потому что пора цветения начинается. После него с 9 по 13 апреля мы поедем в Плес. С 1 мая по 5 мая будет класс на озере Гарда. Будут новые и очень интересные локации. Приезжайте. С 7 по 11 мая я жду вас в Риме. Мы будем рисовать водными красками, я буду писать акварелью, темперой. Это будет незабываемый класс, лучший город на Земле. Записаться на все мои классы можно на сайте, либо присылайте мне письмо в WhatsApp, либо на почту, куда хотите, в соцсети, в Telegram. Жорж F5. Живопись всегда эксперимент. Это концепция относительно и картин, и этюдов. Вы ищете решение поставленной задачи, компоновку, сочиняете композицию, колористический строй, экспериментируйте сразу в картине, то есть без предварительных поисковых набросков, подбора референсов, подбора наглядного материала, форескизов, эскизов, а сразу пишите картину типа этюдная а-ля Прима. Такой подход и алгоритм помогает оставлять картину на всем протяжении создания свежей и выразительной. По-разному, Жорж. Пишу картины, бывает так, что выверенно, композиционно, все, что вы пишете, куча форескизов, просто миллион. «Среди ангелов» недавно писал. Разные варианты решения использовал, сам примерял то ту одежду, то другую, искал. Что касается пейзажей, натюрмортов, менее сложных, там, где нет фигуратива, я пишу сразу, и поскольку у меня в голове тоже много решений, я могу несколько написать на одну и ту же тему, и меня это заводит. То же самое, когда модель, например, пишу, тоже может быть и несколько решений, я их просто, чувствую, опыт есть достаточно, чтобы предчувствовать то, что получится, и следуя за эмоцией в этом случае. Но представить себя, например, на этюдах, когда день там стремительно исчезает, особенно зимой, и стоять форескизы, делать кучу продумывать, время-то уйдет. Поэтому выбираешь какое-то одно решение, которое тут же может появиться. Ты можешь ошибиться, не попасть в тон. Тогда в мастерской это все доводишь, чтобы это было убедительно для меня. Алена Шереметьева, одна очень небедная тетка, жаловалась мне, что какой-то художник поставил цену за свою работу аж 5000 рубликов. А как-то проходил один человек, такой по выставке в ЦДХ, я видел его, тоже не бедный, довольно многим известный художник, и он тоже со всеми торговался, с художником, какой-то там тоже 5000 пожалел потратить за какую-то хорошую живопись. В общем, торговался, опускал до рубля, до 1000. Так. Это же бедность-то, она же не в кошельке, она в голове. Lady D TV. Благодарю за внимание к моим вопросам, но спрашивала я не совсем про то. Разрешите, перефразирую. Первый. Если бы у вас была задача написать фигуратив или портрет, и на выбор к белиле всего одна краска, какую краску бы вы взяли? Наверное, черную или какой-нибудь вандик. Второй. Вы провели первый неплотный сеанс масла. Так, провел. Слой высох через день, например. Так.
Вы видите, что нужно корректировать рисунок. Так. Чем бы вы корректировали? Каким материалом? Мне очень хочется править карандашом, но его не видно на темных местах. Да, вот проблема. Но кисточкой, если вы пишете маслом, неплотный сеанс масла, ну так маслом пишите. Кисточки разные просто. Пусть будут у вас. Есть погрубее, позаостреннее. Ну, не так важно, насколько они там заостренные, а просто рисунок мы всего лишь намечаем. Да, по имприматуре, по первому неплотному слою. Но более того, ты пишешь все время, уточняя рисунок. И Владимир Иванович Козин, царствие ему, прекрасный художник и преподаватель живописи в Риге, говорил, просто все время говорил: пишите, не рисуйте в живописи, пишите. Понять это, видимо, сложно. Но вот к Коровину лучше обратиться, к его работам, чтобы понять, что такое «пишите». Вот даже когда есть фигуратив, он пишет, он не срисовывает все эти вот, ну, как бы рисунок за живописью находится, внутри, там, бэкграундом, а прописывается, моделируется форма, вот. Форма все время пишется. Мазисто, чтобы каждый мазок отличался от другого. Тогда будет на холсте живопись, а не рисунок раскрашенный. Стивен Кинг получил 60 отказов на свою первую книгу. Он прибил письма с отказами гвоздем к стене. Его роман «Кэрри» был почти выброшен в мусорное ведро, но жена уговорила его попробовать еще раз. Сегодня Кинг – один из самых продаваемых авторов в мире. Ваше предназначение не то, что получается сразу. Это то, во что вы готовы вкладываться, даже если мир пока не верит в вас. Но насколько это важно делать то, что тебе нравится, несмотря ни на что. И мой опыт показывает, что человек, который делает это, не ведется на деньги, я не знаю, на какую-то работу высокооплачиваемую и так далее, то есть наступая на горло собственной песни. Вот когда человек делает, идет то, что ему нравится, и всего себя вкладывает, он голодным никогда не будет, и все будет в порядке с ним и с его семьей. Потому что ты выполняешь предназначение, это зов души. А раз так, если мы по образу и подобию начальства сделано, то начальство не оставит любимых детей в бедственном положении. Оно позаботится. Есть такая пословица как раз для нашей палаты. Тот, кто упорствует в своем безумии, в один прекрасный день окажется мудрецом. Друзья, вы знаете, что нужно отметиться в журнале. Делайте это. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино, которое я снимал в музее импрессионизма. Называется «Импрессионизм и испанское искусство». Выставка была в 2019 году. Пока, ребята.